Всем привет! Хочу разобрать новый сет артефактов Кокон Сладких Грез. Сам этот комплект у нас говорит о жизни Скоромуша. Хочу начать именно с часов, вот с этого отрывка. Он был рожден, чтобы стать сосудом для сердца, но слишком много слез он проливал во сне. Его создательница отметила с неутолимостью, что он слишком слаб и хрупок, и как человек, и как инструмент. Здесь можно заметить, что Райден Эй сделала его для того, чтобы поместить в него сердце Бога, но оказалось, что он слишком слаб для того, чтобы поместить его. Следующий отрывок, но создательница не стала уничтожать его, погрузив вместо этого в глубокий сон. При проектировании следующей модели она отказалась от идеи дать новому созданию сердце, а неудавшийся образец негде было хранить. И самая почтенная и необычная улика была отправлена в храм на горе Його. Эй не стал уничтожать Скоромуша и отправил его в храм на горе Його. Отсюда я и Сакура, скорее всего, знакома с ним. Позже Скоромуш проснулся и, будучи без сердца, начал изучать людей вокруг себя в поиске сердца для себя. Следующий отрывок. И в конце концов кукле удалось получить его. Это было целью его появления на свет, смыслом существования. И все же оно оказалось не тем, чего на самом деле хотелось кукле, поскольку в этом сердце не было добрых пожеланий. Этот ритуальный предмет был наполнен эгоизмом, фальшью, хитростью и проклятиями, едва прикрытыми оберткой дружелюбия. Вероятно, здесь говорится о том, что Фатуи дали ему глаз порчи, а Скоромуш думал, что это сердце, которое он искал, но оказалось, что нет. Возможно, поэтому он сейчас враждебный, так как внутри него сейчас глаз порчи. Я думаю, что сердце Бога, которое ему дала Яй, он поместит в себя и не отдаст Фатуи. И в этот раз его тело выдержит силу сердца, так как он был усилен Фатуй. Следующий у нас кубок. В кубке говорится о 5 школах ковки мечей Райден Гокаден и, возможно, на их упадок из-за Скоромуша. Гокаден – это 5 японских техник ковки мечей, появившихся между периодами Камакура с 1185 по 1133 год до начала периода Нанбокутё с 1336 по 1392 год. Дальше говорится о Инадзумском театре, скорее всего отсылка на кабуки, японский традиционный театр. Интересно именно то, что здесь говорится о 3 главах выступления Сумирэдзумы, Сангетсу и Когецукан, которые часто объединяются, чтобы сделать заглавие пьесы. Сумирэдзумы Сангетсу Когецукан, что в переводе будет как «Укус тигра под луной и пурпурными горами». Это у нас отсылка на материал возвышения оружия, маски. Нам именно интересна вот эта маска синего качества. В ней и рассказывается вся история этой пьесы рассказа. В короне разума интересным является именно 3-й столбик. Куда вы направляетесь, господин предвестник? Юноша, который терпеть не мог болтунов, отвесил в ответ пощечину. И все же ему так нравилось наблюдать выражение ужаса и беспомощности на лицах людей. Быть может, именно выразительность лица этого недалекого подчиненного была причиной, по которой юноша от него не избавлялся. Он сообщил жалкой и дрожащей фигуре, что направляется на восток, в Манштадт. «Я все понял. Сейчас же велю вашим охранникам подготовиться». В охране, разумеется, не было нужды, но к чему впустую тратить слова на идиотов? Надев шляпу странника, он в одиночестве направился на восток. Здесь, я думаю, отсылка на события в патче 1.1, а именно момент с отправлением Скоромуша в Манштадт. Впереди рассказываются прошлые воспоминания Скоромуша. Интересное здесь слово в начале текста Кабукимоно.
Кабукимоно или хатамото яко были бандами самураев феодальной Японии, впервые появившиеся в период Адзути Момояма, между концом периода Муромати в 1573 году и началом периода Эдо в 1603 году. Когда бурный период Сэнгоку подошел к концу, кабукимоно были либо ронинами, странствующими самураями, либо людьми, которые когда-то работали на самурайские семьи, которые в мирное время создавали уличные банды. Некоторые, однако, также были членами более известных кланов, в первую очередь Ода Нобунага и Маэда Тошины. Но еще это слово также встречается и в японском народном театре кабуки. В нем кабукимоно также часто имели необычные прически и волосы на лице, которые либо укладывались в различные стили, либо оставались для длинного роста. Их катана часто имела причудливую рукоять, большую или квадратную цубу, красные ножны и обычно были была длиннее нормальной длины. Некоторые кабукимоно так использовали очень длинные трубки кисеру в качестве оружия. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал для других видео. В будущем для других видео. Также просмотрите остальные другие видео на моем канале. Всем большое спасибо.